Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад, который называется «Сегодняшний день». Посмотрим, что приходит в вашу жизнь, что уходит, что нужно отпустить, на что обратить внимание. Ну и совет, конечно же. Первая, вторая, третья позиции. Выбирайте свою. Сейчас будем смотреть. Так. Под каким, вообще какая атмосфера на сегодняшний день, имеется в виду не прям сегодня, а вот ближайший период. Итак, на сегодняшний день у вас очень много общения, причем общение это такое легкое, это интересное общение. Это общение может быть по работе, это общение может быть с друзьями, с членами вашей семьи, какие-то тусовки, какие-то корпоративы. Возможно, ваша работа связана с тем, что вы общаетесь с большим количеством людей, и это доставляет вам удовольствие. Итак, что приходит в вашу жизнь сейчас? Первая позиция. Что приходит? Смотрите, вы стоите на пороге чего-то нового. Это могут быть новые отношения, причем здесь такое ощущение, что вы во что-то вкладывались, да, возможно, уже порядком подустали. И вот на сегодняшний день вы достигаете той цели, которую вы перед собой ставили, и начинаете какое-то новое дело. Это могут быть новые отношения, это может быть новая работа, это может быть даже переезд. Вот именно новый виток в вашей жизни, когда вы чего-то достигли и готовы двигаться дальше. Что уходит из вашей жизни сейчас? Умеренность. Спокойствие, уходят какие-то потери. И вы знаете, как ни странно, уходит любовь. Уходит любовь. А почему она уходит? Король кубков. Смотрите, здесь что-то связанное с мужчиной. Здесь, возможно, мужчина какое-то решение принял, которое... Вот это, кстати, у многих может отыграться то, что новые отношения, да, одни завершились, вы получили в них все, что вы хотели, и готовы двигаться дальше. Здесь у мужчины какие-то страхи, поэтому у многих отыграется расставание. Что нужно отпустить? Давайте посмотрим, нужно ли вам это отпускать. Отпустить стоит императора, да, императрицу. Вы знаете, у многих отыграется развод, как бы это печально не звучало. Прям смотрите, карты Иерофант, император, императрица. Отпустить нужно законный брак, потому что вы стоите на пороге чего-то нового. Вот это общение, которое у вас сейчас в таком большом количестве, в большом объеме, оно спасет вас от чувства тревоги, от чувства усталости, от чувства беспокойства. Поэтому общение будет здесь максимально на пользу. На что нужно обратить вам внимание сегодня? На перемены, которые случаются в вашей жизни. Здесь однозначно все события не просто так. Постарайтесь вложиться в работу, постарайтесь эмоционально быть в работе, потому что здесь вот именно помощь, да, вот такая эмоциональная, возможно, финансовая, придет от тех людей, с которыми, скорее всего, вы вместе работаете. Но вот эти перемены, они судьбоносные, здесь колесо фортуны. Они вам нужны, здесь вы действительно все, что могли получить из данного жизненного этапа, вы уже получили. И настало время двигаться дальше. За что нужно сейчас бороться? За что нужно бороться вам сейчас? Может быть, за эти отношения? Смотрите. Рыцарь кубков. Скорее всего, рядом с вами есть мужчина. Возможно, он младше вас. И с ним могут начаться вот как раз вот эти новые отношения. Потому что паж жезлов это вот именно новое начало. Отпустите своего императора, обратите внимание на вот этого пажа. Причем еще раз, здесь человек может быть младше вас по возрасту, потому что у нас рыцарь и паж это, как правило, мужчина, который чуть младше, чем женщина. И смотрите.
Здесь, возможно, вы будете лидером в отношении. Королева выходит мечевая. Как правило, это такие вот лидерские качества. Это та ситуация, когда вот масть мечей, она правит везде, в отношениях, на работе, еще где-то. И очень многое сейчас будет зависеть от того, как вы себя поведете. Какой совет дают вам карты? Не грустите. Постарайтесь, да, сконцентрироваться на себе. Карта Солнца говорит о здоровом эгоизме, о радости, о счастье. И вот это счастье, которое вам так необходимо, вы можете найти внутри себя. Ну вот, решили сделать расклад на тему нелюбви, все равно все закончилось любовью. Единички, благодарю вас за просмотр. Буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям. Пишите, как у кого отыгралась позиция. Первая. И идем к двоечкам. Вторая позиция. Что готовит вам сегодняшний день? Что у вас сейчас происходит вообще? Так, а вы проходите какое-то испытание. Испытание довольно-таки серьезное и важное. Кармическая карта, крест. Что-то сложное, но что-то очень нужное. Что приходит в вашу жизнь сейчас? Радость приходит. У кого-то отыграется беременность. Опять же, семья. Звезда. Далеко идущие планы. Опять же, все связано с семьей. У кого-то это рождение детей, у кого-то беременность, у кого-то бракосочетание, достижение поставленных целей. Но здесь, скорее всего, цели эти достигнуть будет непросто, потому что, да, карта крест, возможно, придется от чего-то отказываться. Что уходит сейчас из вашей жизни? Какой-то шанс. Шанс на спокойствие. Паш мечей. Вы знаете, вы проходите какие-то уроки. И, судя по всему, вы эти уроки уже завершаете проходить. Потому что они вот как раз вот эти уроки и уходят. Вам был дан шанс на то, чтобы пройти какие-то испытания, чему-то научиться. А чему здесь научиться? Давайте посмотрим. Движению вперед. Стремлению вперед. Тройка мечей, умению, знаете, выходить из сложных ситуаций, возможно, делать выбор. Что нужно вам отпустить? Что нужно отпустить? Так, короля жезлов. Смотрите, здесь тоже, скорее всего, был еще один мужчина у вас, который... ну, так скажем, тормозил создание вот этой семьи. Здесь, возможно, вам приходилось делать выбор между двумя мужчинами. И вот этого кубкового короля, да, который у нас здесь вот жезлом вышел, возможно, он проявлялся к вам сильно, да, возможно, есть чувства. Нужно их отпустить. А испытание заключается в том, что вы считаете, что вот того человека, которого нужно отпустить, вы любите больше, чем того, с которым создаете семью. И семья здесь скорее создается, ну, грубо говоря, по расчету, да, то есть вы считаете, что так будет выгодно, так будет правильно, так будет хорошо для всех. На что нужно обратить внимание? На те конфликты, которые может принести вам эта ситуация, на неопределенность. Вам нужно уметь подождать, вам нужно уметь найти положительные моменты в тех событиях, которые сейчас с вами происходят. За что стоит вам бороться? Вам нужно быть сильной. Вам нужно бороться за свои мечты. Вам нужно бороться за планы на будущее. Вы должны четко понимать, какую цель вы хотите достичь. И тогда вам станет понятно, ради чего вы приносите какие-то жертвы и ради чего вы отказываетесь от каких-то чувств, да, и от эмоций, которые вы могли бы получить. Какой совет дают вам карты?
Будьте решительны, тянуть здесь не нужно. Смотрите, король мечей, во-первых, это мужчина, который решительный. Да, здесь нужны перемены. Здесь нужны перемены, причем у кого-то, ну, здесь опять про семью, про любовь. Перемены, связанные с семейным положением, беременность, да, карта Страшный суд. И смотрите, где-то вам даже самой нужно уйти вот в эту мужскую энергию, в решительную, потому что вот эта неопределенность, она может помешать. У вас сейчас вот этот период испытаний, когда вы отпускаете то одно, что вас тяготило, да, то, что вы считали приносит вам чувства и эмоции, во благо того, что во благо тех отношений, в которых вам действительно будет хорошо, во благо тех отношений, в которых у вас есть шанс на счастливую семью, благополучную, финансово стабильную и процветающую. Благодарю двоечки. Опять ушли в тему любви. Так, третья позиция. Интересно, о чем будет. Сегодняшний день, чем он знаменателен для третьей позиции. Так, а у вас радость счастья. У вас радость счастья на сегодняшний день. Что приходит в вашу жизнь сейчас, троечки? Так. Опять карта солнышко. В вашу жизнь приходит радость. Причем, смотрите, в достижении этой радости вам помогут. Это может быть радость, связанная с работой. Здесь нет какой-то конкретики. Здесь вот именно не кубковые карты. Здесь вот именно может быть все что угодно. Да? Здесь может быть работа, бизнес, переезд, планы на покупку какую-то крупную. Если вы ждете помощи, то помощь вам будет оказана. Но здесь нужно будет уметь выдержать свои границы, да, защитить свои интересы. Если, допустим, вы для того, чтобы осуществить какие-то свои планы и проекты, берете денег в долг у кого-то, то здесь сумеете вот именно, возможно, задокументировать, да, кто сколько кому будет чего возвращать. Либо, если человек вам оказывает помощь, здесь умеете сделать так, чтобы он не попросил у вас потом того же взамен, если вы на это не рассчитываете, да, то может получиться такое, что ага, вот я-то тебе помог, а ты-то мне помочь не хочешь, поэтому здесь помощь принимайте, но четко границы свои выстраиваете. Что уходит из вашей жизни? Уходит ложь. Тоже любовь уходит. Так. И, возможно, меняются планы на будущее. Здесь, скорее всего, вы планировали одно, но по ходу пьесы вам пришлось переписывать сценарий. Вы рассчитывали на одно, а стало получаться несколько по-другому. Но это на пользу, потому что у вас открылись глаза. У вас открылись глаза, и вы теперь четко видите, в каком направлении вам нужно идти. А что отпустить нужно? Переживания, разбитые сердца. Опять король мечей выходит, вы посмотрите, опять в тему любви. Если терзали вас переживания по поводу, ну здесь, кстати, король мечей, он может быть и начальник-руководитель, да, здесь вот нужно отпустить вот какие-то эмоции, которые связаны, возможно, это мужчина, который вставлял вам палки в колеса на работе, да, не позволял что-то делать, а тут вот появился какой-то персонаж, как мужчина, так и женщина, который сказал, а давай-ка я тебе помогу. Вот. И эту помощь, естественно, нужно принять, отпустив все прошлые обиды и переживания по поводу вот того случая, той ситуации, которая изначально не принесла вам каких-то успехов. На что нужно обратить внимание? На финансы, на семью и на какое-то новое начало. Смотрите, здесь скорее неудавшиеся планы, пусть они уходят в прошлое, и вам нужно обращать внимание вот именно на тот сценарий
который вы сейчас себе наметили. Вот пусть именно новые планы, которые в вашей жизни сейчас имеют место, пусть они выходят у вас на первый план, пусть они у вас будут в приоритете. За что нужно вам бороться? За разрушение. Отпускайте что-то, отпускайте и идите к цели. Здесь то, что было, те планы, которые были раньше, они действительно должны быть разрушены. Здесь все плохое, что с ними, с этими планами было связано, нужно отпустить и смотреть в светлое будущее. Да? Здесь вот именно нужно развиваться. Туз жезлов – это развитие. Плюс шестерка мечей – это то состояние, когда мы весь негатив оставляем, мы не несем его с собой, мы забываем о нем, он уходит в прошлое. Совет карт какой вам? Смотрите, здесь нельзя цепляться к какой-то вот ситуации. Здесь пока стабильности не ждите. Здесь у вас будут перемены и перемены. Здесь все решения вам нужно будет принимать по ходу. Единственное, что четко представляйте перед собой цель, которую вы хотите достичь. Но будьте готовы быть гибкой. Потому что здесь будут еще непредвиденные моменты, когда вам сценарий, возможно, придется переписывать и не раз. И вот для того, чтобы суметь сориентироваться, суметь принять решение, вы ориентируетесь четко на цель, а к обстоятельствам не привязывайтесь, потому что здесь уже в процессе пути вы увидите эту дорогу. Возможно, вы сейчас не знаете, как достигать этой цели, но те люди, которые будут рядом, вам однозначно будут помогать. Единственное, что, опять же, предостережение – умейте защитить свои границы, свои интересы отстоять. И смотрите на конечную цель, потому что здесь вот именно дорога возникнет под ногами идущего. Благодарю троечки за просмотр. Буду рада вашим лайкам, комментариям, подпискам. Благодарю всех, кто был со мной сегодня. И до встречи в новых видео.